перцы. Перцы аджики. Не, перцы или соус. Или аджики. Да что же это такое? Что ж... О, шалом, братья и сестры. А мы сегодня готовим, сразу только что пришло в голову, американский табаско. И, конечно, грузинскую аджику. Расскажу все за табаско. И при том же расскажу, как в Одессе его готовят. Это самое главное, как собирают перец и где его собирают. Это раз. И, конечно, где рвут зелень для зеленой грузинской аджики. И обязательно в сладкие, вкусные грузинские, острые и сладкие перцы. Вот и все. Сейчас пошагово посмотрите, что нам нужно будет. Продукты. Шаг первый. Нам нужна тарелка зелени. Здесь и кинза, и укропчик, и петрушка, и зеленый, и сладкий. Вот этот перец был сорван. Особый секрет расскажу. Дальше у нас масло подсолнечное, уксус у меня яблочный, хотел сказать, виноградный. Нет. Только выжатый, только замаринованный, только выдержанный уксус используем. Тоже, может, кому интересно, пишите в комментариях. Расскажу, как я делаю этот уксус. Дальше нам нужен красный перец. Посмотрите, они разной длины. Расскажу, как рвутся. Обязательно вручную рвутся. Обязательно. Дальше у нас соль, уксус обычный, 9%. Количество, граммовка, все будет внизу, вот здесь в описании видео. Сахарочек, чесночок. Вот это самый главный перец, зеленый перец для нашей зеленой аджики. Расскажу историю про него, как я его добывал, как он на вкус и почему он самый вкусный и самый сочный. И самый острый, конечно. Все, пошагово, сейчас раздвигаю, шаг за шагом, расскажу все секреты. И вы со мной приготовите самые лучшие блюда. Особенно табаско для любых сортов мяса и рыбы. И, конечно, зеленую аджику для салатов ароматных. И начинаем с соуса табаско. Конечно, табаско это американский вкусный соус, вы знаете, да, покупали все в бутылочках. Он очень дорогущий, а у нас он будет еще дороже, потому что он сделан из определенных специальных сортов перца, одесских сортов перца, не американских. Американские сорта перца по традиции завозят, выращивают, вернее, отбирают в Америке, потом отправляют в Африку, либо в Южную Америку, и там выращивают, и потом обратно отправляют в штат Вирджиния, насколько я так понимаю, и там делают этот соус, выстаивают в бочках и все остальное. А у нас все проще, ребята. У нас выстаивается перец в обычных бутылях. Я уже немножечко подготовил, почему долгий процесс приготовления, немножечко я его ускорю. И вам расскажу именно самые секреты. Вот здесь вы видите, как он нарезан. Рассказываю про перцы. Давайте вернемся к перцам. Перцы здесь у меня на столе. Самое главное, ребята, наши одесские перцы собрать вручную. Выбрать, пройти на базар из ящика. И каждый перец должен быть обязательно красивый, твердый и разного размера. Вы видите, пришли домой, разложили перцы в холодильник и забыли за них на несколько недель. Почему иногда не успеваем приготовить соус табаско, хотя он готовится немножечко дольше, чем обычно. Ну, для этого и он стоит. Вы посмотрите в магазине цену табаско, а я тут килограмм взял за 100 рублей. Выбрал собственноручно с каждого кустика ящичка перец красный. Все. Ребятки, прихожу уже, потом достаю с холодильника, подготавливаю, мне нужны ингредиенты, я пишу, но я быстренько вам скажу, все просто. Перец разного размера, я уже сказал, соль, яблочный уксус, либо винный, любой фруктовый уксус, любой, какой вам нравится, но я использую яблочный, мне больше нравится яблочный уксус, кому-то винный, пожалуйста. Можно и вина, конечно, хорошего такого выстоянного, каберне, там, саперави, можно тоже можно, но лучше винный уксус. Дальше продолжаем. Ребята, нарезаю просто, дальше я уже вам сказал, соль, уксус, перец, водичка немножко, водички нужно, тепленькой водички. Все, больше, в общем-то, и ничего не нужно. Бутыль нужен и перчатка, ребята, перчатка обязательно. Нарезаем кружочками средний, ну такой, не сильно толстый, не сильно, вот оно в бутыле, вы уже видите, как он нарезан. Ребята, видите, какую лекцию быструю, четкую, без всякого, как говорят у нас в Одессе, давай быстро, расскажи быстро. Вот вам быстро. Просто вот уже он в бутыле нарезал. Здесь я добавил, на этот бутыль у меня здесь, ребята, 800 грамм перца красного. 800 грамм перца я добавил 7 ложечек соли. Перемешал, залил теплой водичкой, вот не полностью. Почему не полностью? Вдруг
Ферментация. Блатное слово ферментация, ребята, это просто брашка, брожение перца происходит в этом бутыле. Не наливайте по горлышко, может в перчатку, перчатка может раздуться со временем и пойдет у вас, аромат, конечно, будет хороший, но не стоит перец убирать с пола. Я оставил, вот видите, неполный бутыль, залил, перемешал с солью, все, оставляю сейчас на 2 недели на брожение. Давайте нормальными словами, а то вот это ферментация, блатные слова научились блатовать. Просто брашку делаем из перца, красного перца, ребята, нашего одесского, в Одесской области перечный, я не уточнял, но точно не заграничный. И все. А там я вам покажу, что еще. Это 2 недели происходит. 2 недели идет нарезанный перец с солью, с водой. А потом самые главные секреты табаско, который делается ароматный и только в Одессе. И только делаю я его, к сожалению. Я других рецептов пока не нашел. А дальше мы будем готовить зелень. Зеленую аджику, конечно. Быстро рассказываю все секретики. Самые вкусные. Ребята, вы заметили, что один перчик у меня сладкий зеленый, вот я прикрыл, да? Один такой светленький. Вот этот перец я стырил специально у продавца, который собирал их себе. И хотел, не знаю, что из них делать. А все остальное вот такое вот лежало, блекло. Вот и все. Следующий, вот этот перец, ребята, лично выращенный не мною, а моим другом на балконе. Он сказал, что он очень острый. За чеснок я буду молчать, потом пишите в комментариях, чеснок расскажу. Чеснок особенный. У него шкурка была такая, знаете, розовая. И вы, кстати, напишите, знаете, почему разница? Вот иногда вы покупаете чеснок с розовой шкуркой и с белой. Вот в чем разница? Вы напишите мне в комментариях, обсудим это обязательно. Сейчас достаем мясорубочку. Все остальное я рассказал по ингредиентам. Количество тоже все будет внизу красивенько описано для вас, как вы любите. Ой, ребята, мне кажется, соседи сейчас выселят из дома. Я хочу включить мясорубку, показать, как это все делается. А уже 12 часов ночи. Сейчас это все пропущу через мясорубку и дальше в тишине, в спокойствии с вами продолжу заправлять нашу аджику. Все пропускаем через мясорубку. Чесночок, один перец, другой перец и всю зелень. Ребята, вот мы перемололи. Посмотрите, какая прелесть у нас сочная, вкусная уже. Сейчас мы будем заправлять. Заправляем все просто. Соль, сахар. Вот буду смотреть насчет уксуса и масла по вкусу. Чуть-чуть половинку уксуса и половинку, не скажу секрет, не лейте, пока не перемешаете соль, сахар и уксус. Беру ложку и перемешиваю это все тщательно. И все. Соль, сахар, уксус и все ингредиенты здесь. Добавляем часть масла. Я вот буду смотреть и взбивать, ребята, не просто смотреть. Я вот буду взбивать и смотреть загущение аджики. Потому что с сахаром, солью, с уксусом аджика будет, именно взбивать ее буду. И потом смотреть, надо добавлять масло еще или нет. Пока я добавил, вот у меня было 250 грамм, пока я добавил масла и взбиваю. Все, взбиваю, покажу консистенцию и как я перелаживаю баночку. Вот с этим количеством соуса, вот у меня получилось. Масло не до конца долил, видите. Осталось, грубо говоря, я 100 грамм масла здесь лупанул. Ну, вы на свое усмотрение. И, конечно, пробуйте на соль и особенно на остроту. Если надо, немножечко еще у соседа цапните перца. Все, перемешали, баночка есть, разложили. Если не хватит, еще одну баночку достали. Ребята, хотите, храните в холодильнике. Хотите, если хранить в подвале, добавьте еще в 2 раза соли, которые я напишу в ингредиентах. И вы можете не в холодильнике хранить, а прямо в подвале. Вот в чем вопрос. То есть оно не испортится. В холодильнике надо меньше соли, в подвале надо немножечко в 2 раза больше.
И на этот вариант вкус заправок и всего остального. А я с этой аджикой покажу, какие я салаты готовлю. Ребята, и вот прошла ферментация, посмотрите, еще не открывал. Ребята, обманул немножко, не 2 недели, я за него немного забыл. Где-то месяца 3 он у меня ферментировался в темном месте, в холодильник не ставил, вот как оно есть. Открываю при вас, сейчас посмотрим, что будет. Даже перчатка, видите, вон она, я мешал. О, какая красота. Елки-палки, сейчас понюхаем. Пахнет табаско или нет? Ребята, вот уже запах табаско, но еще, это еще не все. Что мы сейчас делаем? Ребятки, мы берем кастрюлечку и выливаем в кастрюльку вот это все, что у нас аккуратненько. Вот так, вместе с перцами, не спешите, видите, аж огонь горит. Я сейчас все аккуратненько вылью и начинаем доводить до кипения. Как закипело, прикручиваем на медленный огонь и где-то 10-15 минут провариваем. Ребята, остыл наш, помните, мы переварили его, я уже даже забыл, но ничего страшного. Переварили и оставили остывать. Теперь добавляем 4-5 ложек уксуса яблочного. Любого, какой вам нужен. И вот берем такую хорошую приспособочку и перебиваем, чтобы вам не жужжать. Перемешиваем. Но она перемешается в любом случае. Вот что у нас получилось. Вот такая. Это все надо перебить до идеального состояния. А дальше покажу, что делать. Потихонечку начинаю не на большой скорости перебивать. Вместе с семечками совсем. О, видите, такая канитель идет. Итак, ребята, вот пробил, все перебил и отправляю вот аккуратненько процеживаться через сито. Все процеживаем потихонечку и возвращаемся к вам и показываем, пробуем. И как дальше хранить, тоже все расскажу. Традиционный анекдот от меня, от одессита на кухне. Анекдот про моего друга. Ему говорят: знаете, Дима, придется нам вас посадить на диету. Итак, в понедельник яблоки, в среду рыба, в четверг минералка. Врач, можно минералку на понедельник перебросить? И посмотрите, какие 2 соуса, либо 2 аджики, или, ну я не могу сказать, табаско это табаско, зеленая аджика это зеленая аджика. Как ни крути, знаете, можно, кручу, вас запутать хочу, но все равно не запутаю, потому что это 2 разных соуса. Ребята, ну что, пробуем табаско. Перебил, процедил, здесь все настоялось в баночке. Давайте начнем, наверное, с табаско. Табаско, красный соус. Немножечко густой у нас. Вот посмотрите, какая красотища в ложечке. Беру для любого мяса, особенно говядины, копченой, печеной, вареной. Ну, давайте попробуем. Без нее просто хочу оригинальный вкус. Вот берешь, сразу чувствуешь вот этот маленький вкус уксуса, потом соли, а потом вот обжигающий весь рот вкус табаско. Настоящий табаско, ребята, готовьте вместе со мной. Зеленая аджика. Все видали, как мы готовили. Берем вот соусом прямо. Здесь просто аромат не передать. Зелень, всего чесночок, перец. Ну, вся зелень наша. Вообще идеально просто. Просто идеально. Сочно, вкусно, идеально. Сразу остроту табаско. Вот что значит свежая зелень? Да, она острая. Но вот эти специи все наши перебили сразу остроту. Смотрите, слюня потекла, и хочу помидорно-огуречный салатик заправить вот этой аджикой. И чтобы смачно покушать вместе с вами. Готовьте вместе с нами. А я был одессит на кухне вместе с вами тоже. Люблю, целую, обнимаю. Там с пальчиками, колокольчиками. Пожалуйста, друзья. До скорых встреч. Пока, пока.